Я рад приветствовать вас на этой святой земле. И общеизвестно, что исторические и культурные корни многих народов Евразии находятся в тесной связи с ареалом алтайской цивилизации. Многие исторические и археологические, философские исследования говорят, что именно здесь зародилось мировоззрение многих народов. В том числе, видите, мы сегодня даже говорим о ноосферном развитии. По словам профессора антропологии Пенсильванского университета Теодора Шура, Алтай – это ключевая точка, место, куда люди приходили и откуда уходили в течение тысяч и тысяч лет. О сказаниях нашего народа Алтай наделен эпитетами Хан-Алтай, Алтай-Худай, Үч-Сюмер, то есть царственный, величественный, благословенный, священный. И здесь духовное поле соприкосновения основных трех мировых религий – христианства, буддизма и ислама. С древнейших времен и до наших дней в культурно-мировоззренческой системе народов Алтая формировались и действуют единые представления относительно взаимосвязанности природы и человека. Я вот просто хочу в контексте сегодняшнего разговора сказать. И наши древние предки точно знали, где следует поставить жилище, где пасти скот, а где оставить территорию для священнодействий. Это сакральные знания многих поколений. Они несут неприходящую и вечную ценность. За тысячелетнюю историю Алтая связь человека с природой остается неотъемлемой частью его жизни, быта и мировоззрения. Здесь никогда не стояла на первом месте техногенно-потребительская философия. Почему, по мысли академика Казначеева, Алтай может стать первоосновой для отработки модели духовно-экологической цивилизации будущего. Знаете, Андрей, я хотел бы в концепцию все же эту мысль, что выработки модели духовно-экологической цивилизации будущего все же как-то отразить, готов даже в этом принять участие. Я думаю, концепцию, если вы не возражаете, конечно. Уникальные качества Алтая как духовного полюса планеты определили выбор Республики Алтай в ряду первых на пути ноосферного развития, но я не буду повторяться, здесь очень хорошие были сегодня информации представлены, и активно внедрять перспективные, природоподобные зеленые технологии, создавать, сегодня главное, создавать человеческий капитал нового века и нового мира. И здесь глава Республики Алтай, Олег Леонидович Харахордин, последние годы выступил с рядом очень ценных, на наш взгляд, инициатив и в федеральном масштабе, даже и в международном масштабе. И мы сегодня, жители Алтая, мы стараемся приложить все усилия, чтобы поддержать инициативы нашего главы республики. Контуры ноосферной модели республики в рамках устойчивого развития горных территорий, в моем представлении, это формирование сообщества просвещенных, способность осознанно работать на высоких уровнях сложности людей, меняющих республику к лучшему через призму цивилизационных ценностей. Разумно управляемое гармоничное соразвитие человека, общества, государства в единении с природой. И, конечно же, зеленая экономика знаний, зеленая экономика воплощения творческих замыслов. Это и есть инвестиции, говорим, в человеческий капитал. Да, нами обретенным опытом все есть, сегодня об этом много говорили, и особенно по приоритету развития трансграничных территорий, хотел сказать, и биосферного резервата. Об этом, я думаю, будем говорить. Это очень важная тема сегодня. И я, как член комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, но и сегодня говорю, как заведующий кафедрой ЮНЕСКО нашего классического университета Горно-Алтайского, хотел бы сказать о том, что ряд проектов осуществляется под эгидой ЮНЕСКО и нашего университета в номинации «Золотые горы Алтая» и «Сокровища пазырской культуры», которые относятся к V и VI векам до нашей эры. Это большая тема, не буду.
Регион Большого Алтая расширяет свои возможности, становится более привлекательным для своих соседей. Но, да, есть несовпадение интересов. Нет прежних братских объятий, клятв, вечной дружбе. И появился больший прагматизм. Сегодня вот Михаил Юрьевич сказал, я просто вот в поддержку скажу, что мы, да, за многовекторность, за многополярность, но мы поняли уже от потаенной опасности от и коллективного Запада, и глобализации. Михаил Юрьевич говорил об этом. И понимаем, что идет сегодня битва мировоззрения, чистоты и праведности наших душ с сатанизмом. Вот. Но в этом контексте, вот знаете, я очень поддерживаю, когда говорим опять о ноосферном развитии, мы за духовно-нравственный и культурно-исторический суверенитет. Вот. Давайте будем помнить корни свои и работать, рубить не будем рубить их с плеча, и воспитывать наше подрастающее поколение не на образах голливудских Рембо, а на образах великой истории России, на образах наших народных традиций и сказаний. Алтай должен стать истоком, откуда исходят инициативы, импульсы евразийской синергии и позитивного взаимодействия. Надо планомерно, активно и настойчиво вовлекать в это гуманитарное экологическое пространство наших соседей, всех заинтересованных вокруг, опять это общие, вокруг общих понятий, идеи единства судьбы человечества и создания новой евразийской силы. А эту силу, новую силу я вижу именно на ноосферном развитии. Вот. Я убежден, что в целом в интеграционных процессах евразийства духовно-экологический вектор по степени важности следует поставить на один уровень с экономической и политической деятельностью государств. Я думаю, мы к этому придем. Спасибо за внимание.